Мир и все, что в нем содержится, является образом условного сознания человека. Сознание является как причиной, так и веществом всего мира. Поэтому именно к сознанию мы должны обратиться, если хотим раскрыть секрет творения. Понимание закона сознания и метода его применения позволит вам достичь всего, чего желаете в жизни. Обладая работающим знанием этого закона, вы можете строить и поддерживать идеальный мир. Сознание – это единственная реальность, не в переносном, а в буквальном смысле. Эту реальность можно сравнить с потоком, который делится на две части – сознательную и подсознательную. Чтобы разумно применять закон сознания, необходимо понять отношения между сознательным и подсознательным. Сознательное – это область проявления, подсознательная – область причины. Эти два аспекта являются мужским и женским делениями сознания. Сознательное – мужское, подсознательное – женское. Сознательное порождает идеи и впечатывает их в подсознание. Подсознательное принимает идеи и придает им форму и выражение. Согласно этому закону, первоначально задумав идею, а затем впечатав задуманную идею в подсознание, все вещи вытекают из сознания. Без этой последовательности ничего не сотворено, что бы ни было сотворено. Сознание впечатывает подсознание, в то время как подсознание выражает все, что в него впечатывается. Подсознание не порождает идеи, но принимает как истинные те, которые сознательный разум считает истинными, и по своему специфическому способу воплощает принятые идеи. Таким образом, через свою способность воображать и чувствовать, и свою свободу выбирать идеи, которые он будет развивать, человек имеет контроль над творением. Чувство – единственное средство, через которое идеи передаются в подсознание. Поэтому человек, который не контролирует свои чувства, легко может впечатывать в подсознание нежелательные состояния. Под контролем чувств не подразумевается сдерживание или подавление чувств, а скорее самодисциплина для того, чтобы представлять и развивать только те чувства, которые способствуют вашему счастью. Управление вашими чувствами крайне важно для полной и счастливой жизни. Никогда не допускайте нежелательных чувств и не мыслите сочувственно о неправильном в любой форме. Не задерживайтесь на недостатках себя или других. Делая это, вы впечатываете в подсознание эти ограничения. То, что вы не хотите, чтобы делали вам, не чувствуйте, что это делается вам или другим людям. Вот весь закон полной и счастливой жизни. Все остальное – это лишь комментарии. Вы уже то, чем хотите быть, и ваш отказ от веры в это – единственная причина, почему вы этого не видите. Искать во внешнем мире то, чему вы не соответствуете внутренне, бесполезно, поскольку мы всегда привлекаем то, чем мы сами являемся, а не то, что мы бы хотели. Короче говоря, вы выражаете, проявляете и имеете только то, каким осознаете себя быть и чем обладать. Тому, кто имеет, будет дано. Принятие чувства осуществленного желания – вот путь к осуществлению вашего желания. Владение самим собой, контроль над своими мыслями и чувствами – это ваш высший уровень для достижения. Однако до тех пор, пока не достигнут идеальный контроль над собой, так, чтобы, несмотря на появляющиеся обстоятельства, вы чувствовали все то, что хотите чувствовать, используйте сон и молитву для помощи в реализации ваших желаемых состояний. Это два пути в подсознание. Сон – это жизнь, которая занимает треть нашего пребывания на Земле, является естественной дверью в подсознание. Поэтому мы сейчас обратим внимание на сон. 2/3 нашей жизни на Земле, сознательная часть, измеряется степенью внимания, которое мы уделяем сну. Наше понимание и наслаждение тем, что может дать сон,
заставит нас ночь за ночью стремиться к нему, словно мы держим свидание с возлюбленной. Во сне, в видении ночном, когда глубокий сон берет над людьми, когда они спят на постели, тогда он открывает уши людям и запечатывает их наставления. Иов 33. Именно во сне и в молитве, состоянии близком к сну, человек входит в подсознание, чтобы создавать свои впечатления и получать инструкции. В этих состояниях сознательное и подсознательное творчески соединяются. Мужское и женское становятся одной плотью. Сон – это время, когда мужской сознательный разум отворачивается от мира чувств, чтобы найти свою возлюбленную или свое подсознательное «я». Подсознание, в отличие от земной женщины, которая выходит замуж за своего мужа, чтобы изменить его, не желает изменить состояние сознательного бодрствования, а любит его таким, какое оно есть, и верно воплощает его подобие во внешнем мире форм. Условия и события вашей жизни – это ваши дети, созданные из форм ваших подсознательных впечатлений во время сна. Они созданы по образу и подобию вашего самого глубокого чувства, чтобы отразить вам самому себя. Как на небе, так и на земле. Как в подсознании, так и на земле. Что у вас в сознании перед сном – это мера вашего выражения в бодрствующих 2/3 вашей жизни на земле. Ничто не мешает вам достичь своей цели, кроме вашего неверия в то, что вы уже то, чем хотите быть, или что вы уже обладаете тем, что ищете. Ваше подсознание придает форму вашим желаниям только тогда, когда вы чувствуете исполнение вашего желания. Бессознательное состояние сна – это нормальное состояние подсознания, потому что все происходит изнутри вас самих, и ваше представление о себе определяет то, что происходит. Вам всегда следует чувствовать исполнение желания перед тем, как засыпать. Вы никогда не извлекаете из глубины своего «я» то, что хотите, но вы всегда извлекаете то, что вы есть. И вы есть то, что чувствуете о себе как истина, а также то, что чувствуете как истину о других. Для осуществления желания его нужно превратить в ощущение того, что вы уже являетесь, обладаете или наблюдаете, состояние, которое вы ищете. Это достигается путем принятия чувства осуществленного желания. Чувство, которое возникает в ответ на вопрос «Как бы я себя чувствовал, если бы мое желание уже сбылось?». Это чувство должно занимать и парализовать ваше внимание, когда вы расслабляетесь перед сном. Вы должны находиться в сознании того, что вы уже являетесь тем, кем хотите быть, или обладаете тем, что вы хотите иметь, прежде чем засыпаете. Когда человек засыпает, у него нет свободы выбора. Весь его сон контролируется последним представлением о себе, которое у него было наяву. Следовательно, он всегда должен принимать чувство достижения и удовлетворения перед тем, как засыпать. Приходите ко мне с пением и благодарностью, входите в его врата с благодарностью и в его дворы с хвалой. Ваше настроение перед сном определяет ваше состояние сознания, когда вы входите в присутствие вашего вечного возлюбленного подсознания. Она видит вас точно таким, каким вы себя чувствуете. Если вы, готовясь ко сну, предполагаете и поддерживаете сознание успеха, чувствуя «я успешен», то вы должны быть успешным. Лежа на спине с головой на уровне тела, чувствуйте себя таким, каким бы вы были, будучи обладателем своего желания, и тихо расслабьтесь в бессознательном состоянии. Подсознание никогда не спит. Сон – это дверь, через которую сознательный разум проходит, чтобы творчески соединиться с подсознанием. Сон скрывает творческий акт, в то время как объективный мир его раскрывает. Во сне человек впечатляет подсознание своим представлением о себе. Можно ли найти более прекрасное описание этой романтики между сознательным и подсознательным, чем в песне Соломона?
Ночью на постели моей я искал его, кого любит душа моя. Я нашел его, кого любит душа моя. Я держал его и не отпускал до тех пор, пока не привел его в дом моей матери и в комнату той, что меня родила. Подготавливаясь ко сну, вы чувствуете себя уже в состоянии осуществленного желания, а затем расслабляетесь в бессознательное состояние. Ваше осуществленное желание – это тот, кого вы ищете. По ночам на своей постели вы ищете чувство осуществленного желания, чтобы взять его с собой во внутренний мир, в область того, кто вас зачал, в сон или в подсознание, которое дало вам форму, чтобы это желание также могло найти свое выражение. И вот как можно обнаружить и направить свои желания в подсознание. Почувствуйте себя в состоянии осуществленного желания и тихо засыпайте. Ночь за ночью вы должны представлять себя в состоянии того, кем вы хотите быть, что вы хотите иметь, и видеть, чтобы это стало вашим владением и проявилось. Никогда не засыпайте, чувствуя себя унылым или недовольным. Никогда не засыпайте, сознавая свои неудачи. Ваше подсознание, естественное состояние которого, сон, видит вас таким, каким вы считаете себя, и независимо от того, хорошо это или плохо, подсознание верно воплощает вашу веру. Как вы чувствуете, так вы на него влияете. И оно, как идеальное возлюбленное, придает форму этим впечатлениям и изображает их, как детей своего возлюбленного. Предположить чувство удовлетворения значит вызвать в жизнь условия, которые будут отражать удовлетворение. Следствия последуют за этим, и они не предшествуют ему. Доказательства того, кем вы являетесь, будут следовать за осознанием того, кем вы являетесь, и они не предшествуют ему. Вы – вечный мечтатель, мечтающий о невозможном. Ваши мечты принимают форму, когда вы предполагаете чувство их реальности. Не ограничивайте себя прошлым. Зная, что для сознания нет ничего невозможного, начните представлять состояние за пределами прошлого опыта. Что ум может представить, то может осуществить человек. Все объективные видимые состояния изначально были субъективными невидимыми состояниями, и вы привели их к видимости, предполагая чувство их реальности. Процесс творчества начинается с воображения, а затем с веры в это состояние. Всегда воображайте и ожидайте лучшего. Мир не может измениться, пока вы не измените свое представление о нем. Как внутри, так и снаружи. Нации, как и люди, существуют такими, какими вы верите, что они есть. Независимо от того, какова проблема, где она находится, кого она касается, у вас нет никого, кроме себя, кого нужно изменить, и у вас нет ни оппонента, ни помощника в осуществлении изменений внутри себя. Вам ничего не остается делать, кроме убеждения себя в истинности того, чего вы желаете увидеть проявленным. Как только вам удается убедить себя в реальности искомого состояния, результаты последуют для подтверждения вашей устойчивой веры. Никогда не предлагайте другому состояние, которое вы хотели бы видеть в нем выраженным. Вместо этого убедитесь в том, что он уже является тем, что вы для него желаете. Осуществление вашего желания достигается путем принятия чувства осуществленного желания. Вы не можете потерпеть неудачу, если не убедите себя в реальности вашего желания. Изменения убеждений подтверждаются изменением выражения. Каждую ночь, когда вы засыпаете, чувствуйте удовлетворение и непорочность, потому что ваше субъективное возлюбленное всегда формирует объективный мир, образ и подобие вашего представления о нем, представление, которое определяется вашими чувствами. Бодрствующие 2/3 вашей жизни на Земле всегда подтверждают или свидетельствуют о ваших подсознательных впечатлениях.
Действия и события дня – это результаты, и они не являются причинами. Свободная воля заключается только в свободе выбора. Изберите себе на сей день, кому служить. Это ваше право выбрать тип настроения, которое вы принимаете. Но выражение настроения – это секрет подсознания. Подсознание получает впечатление только через чувства человека и по своему способу придает этим впечатлениям форму и выражение. Действия человека определяются его подсознательными впечатлениями. Его иллюзия свободной воли, его вера и свобода действий – это всего лишь неведение причин, заставляющих его действовать. Он считает себя свободным, потому что забыл связь между собой и событием. Человек наяву обязан выражать свои подсознательные впечатления. Если в прошлом он неудачно воздействовал на себя, то пусть начнет менять свои мысли и чувства, потому что только так он изменит свой мир. Не тратьте ни одного момента на сожаление, потому что думать с чувством о прошлых ошибках значит заразить себя заново. Пусть мертвые погребают мертвых. Отворачивайтесь от внешних появлений и принимайте чувство, которое было бы вашим, если бы вы уже были тем, кем хотите быть. Ощущение состояния производит это состояние. Роль, которую вы играете на сцене жизни, определяется вашим представлением о себе. Чувствуя, что ваше желание осуществлено и тихо расслабляясь перед сном, вы назначаете себя на ту звездную роль, которую будете играть на земле завтра. И пока вы спите, вам репетируют и дают указания по вашей роли. Принятие конечной цели автоматически желает средства для ее осуществления. Не допускайте ошибок в этом. Если, готовясь ко сну, вы неосознанно чувствуете себя в состоянии осуществленного желания, то вы унесете с собой в комнату той, кто вас зачала, общую сумму реакций и чувств дня, и пока спите, вам будут давать указания о том, как они будут выражены завтра. Вы встанете, веря, что вы свободный агент, не понимая, что каждое действие и событие дня предопределено вашим представлением о себе, когда вы засыпали, и тогда ваша единственная свобода – это свобода реакции. Вы свободны выбирать, как чувствовать и реагировать на драму дня, но сама драма, действия, события и обстоятельства дня уже были определены. Если вы несознательно и целенаправленно определяете свое настроение перед сном, вы уснете бессознательно в составном настроении, состоящем из всех чувств и реакций дня. Каждая реакция оставляет подсознательное впечатление, и если не будет скомпенсирована противоположным и более доминирующим чувством, она станет причиной будущего действия. Идеи, окутанные чувствами, являются творческими действиями. Используйте свое божественное право мудро. С помощью вашей способности мыслить и чувствовать вы обладаете властью над всем творением. Ваше представление о себе, когда вы засыпаете, это семя, которое вы вбрасываете в почву подсознания. Засыпая с чувством удовлетворения и радости, вы заставляете условия и события проявляться в вашем мире, подтверждая эти настроения. Сон – это дверь в рай. То, что вы воспринимаете как чувство, вы проявляете как состояние, действие или объект в пространстве. Так что засыпайте в чувстве осуществленного желания, как в сознании, так и на земле.